Всем салют! Сегодня сделаю общий обзор по седьмым вещам. Они довольно-таки давно у нас уже появились, но все равно очень часто задают по ним вопросы. И на часть из этих вопросов я постараюсь ответить в этом видео. Один из первых вопросов, который разберу, это прорисовка вещей. Вот у нас мы видим как два варианта: или посох мага, или алебарда Марса. То есть у нас все вещи разделены на две группы. Одни как для рыцарей прорисованы, другие как для магов. Разница между этими прорисовками только именно прорисовки. Никак на игровой процесс это не влияет. То есть если вы там собираетесь воевать магами, да, и вам выпадет алебарда, ну, это никак не касается того плана, который вы себе построили, игрового. Просто она будет выглядеть вот так. Если у вас есть возможность, да, и вы хотите именно себе, чтобы было все по феншую, тогда ловите ту прорисовку, которая вот вам хочется. А так обычному игроку, то есть нужно ловить не то, как нарисовано, а то, какая именно нужна вещь. Если вам нужно оружие, тогда вот одно из двух. Что выпадет, то выпадет. Потому что если вам выпадет кираса, да, вам легче от этого не станет. Поэтому прорисовка никак не влияет на игровой процесс и на свойства вещей. Вот. Второй вопрос очень часто задают: как седьмые вещи работают с пятыми, шестыми вещами и сетовыми. И чтобы много не говорить, я лучше это покажу. Вот у меня есть броня седьмая, в ней вставлены значения атака Пандария и защита Пандария. У меня остался амулет. Когда я вставляю его в снаряжение, мне сразу предупреждают, что вот атака и защита работать как бы не будет. То есть будет работать только максимальное значение. Вот вставляем, смотрим. Мы видим, атака Пандария у меня не работает. Значит, в броне в седьмой у меня атака выше. Защита работает с амулета. Значит, там ниже. Заходим, смотрим сюда. Видим, защита Пандария здесь не работает. Не сочетается. Точно так же оно не будет работать и с шапкой от Урс. Если я вставлю, у меня есть, вставлю то же самое. Будет работать максимальное. А значение сета, вот у меня стоит сет варвара, с ним оно все прекрасно работает. Точно так же это работает и со всеми другими вещами 5, 6, 7 уровня. То есть вот такое сочетание. Поэтому если вы хотите собрать там кучу вещей 7 уровня, вставить туда атаку, защиту там варвара, чтобы всех убивать, так не получится. То есть не делайте эту ошибку. Вот. Вещи выпадают точно так же, как и 5, 6 уровень, разных окраса. Вам нужно стремиться получить золотую вещь. Да? То есть если вам не выпало сразу в золоте, соответственно, нужно будет ждать именно гнома и там красить. В золотых вещах вы можете вставить 4 навыка. В вещах другого цвета количество вставляемых навыков будет ниже. Соответственно, нет смысла этого делать. Нужно, если уже вы взялись ковать седьмые вещи, нужно использовать по максимуму их возможностей. Красить их очень легко. То есть вы в гноме вставили, там, в отличие от пятых и шестых, тем более вещей, где нужно кучу рецептов потратить, чтобы получить золотой и конечный результат. Да, здесь очень просто. 2-3 вставляете, там фиолетовый, с фиолетового на золотой, ну там 4 не сильно дорогих рецепта вставили, и все, у вас уже золото. В этом плане краситься довольно-таки просто. С этим проблем нет. Все как 5, 6, только меньше рецептов. Как получить фрагменты, да, то есть, ну, все то же самое. Все те же ивенты практически, как и на 5, как и на 6 вещи. Этот самый. Рыбалка самый оптимальный вариант, в принципе. Ну, как и на все на данный момент. Потому что в других ивентах, вот в костях, тоже можно, но там довольно-таки высокие цены относительно той же рыбалки. Но если вы не смогли собрать все фрагменты, нужные вам в рыбалке, не хватило возможности, да, то можно добрать в костях, в черепахах. Можно прокрутить злого дракона, там сразу можно, хватит на целую вещь. Если у вас есть возможность, вы сами уже взвешиваете свои возможности, ресурсы, что вам выгоднее: потратить рыбалку на то, чтобы собрать седьмую вещь, или же просто прокрутить злого дракона и оттуда выдернуть седьмую вещь.
когда вы получаете рецепт, ну, все, нужно его выковать, да, то есть все то же самое тоже. Чтобы получить материалы для ковки, ну, я использую рыбалку. То там самое выгодно, то есть, ну, желательно запастись большим количеством золота, и в рыбалке, наловив как определенное количество билетов, да, каждый ловит по-своему. Ну, как можно больше прокрутить магазин, вот я эту прокрутил хорошо, и все материалы я купил по скидке, там от 10 до 50%, и потратил не очень большое количество билетов на эту покупку. То есть запаслись золотом, подготовились к рыбалке, собрали материалы. Нужно помнить, что на то, чтобы выковать вещь, да, мы видим, сколько нужно материала. И для того, чтобы ее сделать плюс 10, у нас уйдет приблизительно столько же, по-моему, один в один выходит выковать и покрасить до 10 уровня. Поэтому, когда вы ловите там или в другом ивенте добываете материалы, вы должны это тоже учитывать, потому что проплюсовать тоже стоит хотя бы до плюс 5. Ну, в идеале плюс 10, чтобы получить максимальную прибавку по статам. Вот. Можно точно так же дракона прокрутить и оттуда взять материалы. Да, в драконе все можно вытащить. Но опять же, каждый должен решить для себя уже, что ему выгоднее. Мне вот было выгодно, ну я для меня лично, вот брать в рыбалке, потратить золото на прокрутку, купить там по скидке материалы и выковать. И потом через следующую рыбалку я собрал материалы и сделал плюс 10. За 2 рыбалки я как-то вот смог сделать. Чтобы вставлять навыки, тоже нужны материалы. Их в рыбалке нет, не выловишь. Они берутся в охоте. В охоте там чуть потруднее, конечно, там, чем в рыбалке. Собрать материалы для навыков, для того, чтобы ставить навыки в вещи, свойства, да. Стоят они довольно-таки много. Особенно много стоят именно вот навыки лидерства, навык увеличения навыка вот демонов, там, ну вот именно войск, они стоят очень дорого, да, то есть 120 на 200. А если геройскую взять, защита Магорозы 50 на 89. Атака чуть дороже защиты. Вот, соответственно, нужно все это заранее вам просматривать, взвешивать, отмечать себе. И вот, я как делал? Я прокручивал дракона на материалы для навыков, вставлял то, что мне не хватает, я уже добивал в охоте. Вот сейчас мне нужно ставить 2 навыка, я хочу завтра прокрутить дракона, вставить один навык я смогу вставить, на второй у меня не хватит. И буду ждать охоты, и там буду добивать. Потому что крутить 2 драконов, ну, мне, считаю, нерациональным в моем случае. Потому что мне потом останутся материалы, они мне будут не нужны. Проще чуть подождать. Поэтому стройте свою тактику и стратегию по развитию этих вещей. То есть соответствие вашего, как сказать, кошелька, ваших ресурсов по развитию вообще вашего аккаунта. Если же вы, например, сделали вещь, вставили там, ну, как многие, да, там не могут выловить палку на черных, делают 7-ю вещь, аналог ему, да, или кто играет друидом и хочет играть через черных, тоже делают палку на черных. Потом проходит время, и многие переходят там на медведи, да, то плюс в 7-й вещи, что не нужно ловить новую, не нужно опять тратиться, чтобы ее выковать, не нужно, чтобы тратиться, ее проплюсовать. Можно взять и достать эти навыки. Вот. Если вас что-то не устраивает, свойства, всегда можно достать любое свойство. Но раньше этот материал нефрит, да, где можно было получить? Раньше я его брал с костей и черепах. Сейчас в костях их нету. Возможно, будет только в черепахах останется, где можно будет добрать. Больше я не могу припомнить, где он еще есть. Вот. Или же покупать за платежи, что, конечно, не самый лучший вариант. Поэтому, опять же, даже если вот в черепахах я брал, ну, это довольно-таки трудно набрать его там. Тоже опять нужно крутить много магазин, тратить золото, и он со скидкой там очень плохо попадается, не так часто, да, как вот в рыбалке материалы. И вот тоже довольно-таки много нужно, чтобы достать вещи.
Поэтому старайтесь так вставлять навыки, чтобы уже потом не пришлось доставать. Я вот доставал, ну, у меня так сложились обстоятельства. Поэтому старайтесь смотреть наперед, все анализировать, потому что все это довольно-таки дорого. Вот вопрос еще один сейчас задаваемый. Стоит или не стоит? Многие говорят, что мы без доната играем, мы на седьмые вещи смотреть даже не будем. Если проанализировать все свои 2,5 года игры, я почти 1,5 года, год и 3 месяца пытался поймать палку на черных, да. Потратил очень много ресурсов на это, да, то есть в рыбалке собирал шестые фрагменты, в других ивентах собирал фрагменты шестые, да, и ловил эту палку. И когда я ее поймал, я на ней поиграл буквально там 3-4 месяца, и потом смог перейти на черных. В общем, черных на медведей. И вот сейчас я делал вторую вещь, седьмую. И должен сказать, что если у вас, вот вам не фартит, да, вы раз, два, три попробовали, и вы видите, что не идет вам, то возможно, и у вас появился именно нужный чертеж седьмой, то есть смысл задуматься, именно заняться седьмым чертежом и выковать его, чем вот заниматься ловлей нужного чертежа, потому что на это может уйти очень много времени. Ну, я комментарии читаю, люди по 30-40 раз пытаются поймать и не могут выловить эту палку или там шлем на медведей. И тратят колоссальное количество ресурсов с разных ивентов. Да, если это все перевести, то хватило бы сделать и седьмую вещь, и плюс 10 ее сделать, и осталось бы еще на пирожки. Поэтому не стоит бояться седьмых вещей. Если все грамотно распланировать, это выйдет довольно-таки несложно и принесет очень высокий профит. Да? То есть здесь в седьмых вещах и проценты чуть повыше, незначительно, да, то есть это не даст вам какой-то супер нагибаторских способностей или возможностей, но проценты будут чуть выше, все это будет немножко радовать глаз, и когда работа будет закончена, вам, думаю, будет самим приятно. Поэтому все анализируйте, взвешивайте, не бойтесь седьмых вещей, в принципе. Ничего сложного там особо нету. Да, это дороже, чем если бы вам выпало сразу там на втором-третьем попытке палка или шлем на медведей. Но, опять же, если вы играете варваром или пандой и хотите играть через медведей, другого пути, как играть через седьмую вещь, у вас нет. Потому что если вы будете играть без геройской вещи или без вещи на медведей, если варвар, да, шапки на медведей, это будет уже не то пальто. На часть вопросов, которые я слышал, читал в разных комментариях, я постарался ответить. Будут еще вопросы, задавайте. Всем счастливо.